Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками и, конечно, прямыми эфирами вживую. Вот все как есть, прямо сейчас. Американист Алексей Наумов, он на связи. Алексей, приветствую вас. Да, добрый день, приветствую всех зрителей Александра и особенно приветствую подписчиков своего телеграм-канала Алексей Наумов .внешпол. Давайте следить за зелетрясением вместе. Ох, землетрясение еще то, слушайте, ну вот правда. И каждый новый визит к Макрону, ну это мы обсудим сейчас, да, он выглядит все более и более натужно, более и более... Хотя, знаете, вот настроения такие фотографируются там с первыми ледями, но это немножко позже это обсудим, насколько вообще Европа в силах и, в общем-то, поможет Зеленскому, у которого действительно землетрясение. И это землетрясение вот шатает на фоне договорняка, которым уже не просто пахнет, который вот он уже, да, казалось бы, обсуждается всеми. Мы тоже будем обсуждать, друзья. Да, подпишитесь на Алексея в Телеграм, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Прямой эфир, формат очень и очень знакомый каждому из вас. Мы, собственно, общаемся с вами максимально. Заранее и заблаговременно можно оставить вопрос в сообществе YouTube, в закрытом клубе зрителей «Шелест». Конечно, в чате трансляции, но в чате трансляции большая просьба в самом конце, когда будет сессия ответов на вопросы. QR-код, который видите возле меня, возможность на экране что-то написать, если что хотите написать и канал поддержать. Ну и, конечно, всем большое спасибо за активность, суперчаты, суперстикеры, в общем, это вот все для того, чтобы, ну вот, быть, как говорится, онлайн и вместе. Начать разговор я планирую точно так же, как и все другие разговоры в прямом эфире с опроса. В конце подведем итоги. Сможет ли Трамп остановить войну до Нового года? Варианты ответов. Да, темп разгрома власти З хороший. Без проблем для ВСУ на поле боя нет. То есть должно быть какое-то событие на фронте, какой-то пролом, провал или что-то такое, чтобы все ахнули. И тогда, ну, без этого никак. До Нового года ничего не остановить. Еще один вариант. Рановато еще, разве что к весне. Я не знаю, этот вариант, постоянно эти аналитики все, да, эксперты говорят, весной, весной, да елки-палки, до весны дожить надо, зиму пережить, а все сложнее и сложнее в Украине. Не только с властью, но и с обычными условиями. Ну и финальный четвертый вариант. Путин может, смотря что предложат. Это такой намек на такую красной нитью проходящую тему нашего сегодняшнего эфира. Это договорняка, потому что ждут Виткофа. Есть анонс завтра встречи с Путиным, а вчера прошли переговоры. Вот эти такие странные о суверенитете, представляете, Украина. Как бы вы проголосовали, Алексей? Сможет ли Трамп остановить войну до Нового года? Ну, вы знаете, чтобы остановить войну, чтобы танцевать танго, нужно двое. Это любимая фраза, которую говорят наши американские коллеги. Я, конечно, позавидовал вашему масштабу, Александр. Супер подписка, супер стикеры, батюшки Светы. Буквально пора, так сказать, наращивать свое медиаприсутствие. А то я хожу своим телеграм-каналом, трясу, значит, тут и все. Это все, что у меня есть. Смотрите, я думаю, что мы, конечно, находимся сейчас максимально близко к мирному соглашению по нескольким причинам. Во-первых, конечно, землетрясением разрушило фигуру господина Ермака. Я небольшой эксперт по внутриукраинской политике, и вот, знаете, городить там тут Свириденко, тут Умеров, значит, похожие друг на друга. Тут Свириденко только отличается, она женщина. А так все как будто реально из одного ларца. Вот. Именно вопрос внешнеполитический, вопрос переговоров, он, конечно, по нескольким причинам становится более, что называется, достижимым. Почему? Во-первых, скандал с коррупцией Мидичгейт выбил из-под украинского руководства главную вот эту фигуру умолчания, о которой все забыли, потому что она фигура умолчания. Фигура умолчания – это страшный разгул коррупции. Вот до начала вооруженного конфликта, кого не спроси, вот что ты можешь сказать про Украину, вот там объективно, да, это вот одна из самых коррумпированных стран Восточной Европы и так далее. Тут, значит, происходит 24 февраля 2022 года, и неожиданно на месте одной из самых коррумпированных стран в Восточной Европе с довольно мутным лидером появляется просто град небесный с ангелами и с архангелом во главе всего этого, значит, небесного войска. То есть метаморфоза происходит удивительная абсолютно, и она проходит как бы единомоментно. Вчера у вас был какой-то, значит, типа там Зели-Боба, а тут он сегодня, условно говоря, какой-то уже, значит, буквально повелитель небесного войска, опять же. Сейчас, когда мы увидели, что на самом деле повелитель небесного войска ничуть своих повадок не утратил и все так же продолжал
крышевать всю эту систему. Понимаете, все те, кто сомневается, а имел ли Зеленский отношения, давайте вспомним, кто стоял за попыткой разгромить НАБУ и САП еще летом. Можно, конечно, прикрываться Ермаком, но понятно, что говорим партия, подразумеваем Ленин, говорим, значит, Ермак, подразумеваем Зеленский, говорим Зеленский, подразумеваем Ермак. Здесь как бы очевидно, что человек был главой вот этого, как там Трамп говорит, наркотеррористического картеля, что ли? Ладно, уж не будем до таких формулировок опускаться, но тем не менее. И, соответственно, смотрите, вот среди сторонников Украины, наиболее ярких, наиболее ярых на Западе, бытовало мнение, что Украина – это буквально, ну, Гондор, да, против Мордора. И сейчас эта платформа не давала циникам, реалистам вроде Трампа заключить, типа, договорняк буквально. Потому что, ну как же так? Вы бросаете хоббитов и эльфов на съедение оркам и урукхаям. Нехорошо, так делать не надо. И тут Трамп получает в свои руки потрясающий козырь. Он говорит, слушайте, друзья, вы типа говорите, что это значит Шир, хоббиты, кто там, не знаю, какие еще книжки принято цитировать, Гарри Поттер какой-нибудь. А это на самом деле не Гарри Поттер, а типа там Поригатор, да, хрен с горы какой-то, который на самом деле также занимается коррупцией, также продолжает крышевать всех своих друзей, расставляет их на все хлебные места и так далее. Ничего не изменилось. И, соответственно, смотрите, вот предположим, что не было бы этого скандала, и Трамп говорит, так, все, значит, заключаем договорняк, сейчас мы всех раскидаем куда нужно. И ему скажут, погоди, ты отдаешь на съедение, типа, святых людей. И для него это проблема. Для него это внутрипартийная критика. Среди республиканцев хватает людей, которые не любят Россию, которые хотели бы, чтобы соглашение было... Что ж такое-то? Соглашение было заключено на более выгодных для Украины условиях. И он бы потерял там популярность, потерял рейтинг. А сейчас он может сказать, погодите, это не какие-то чудесные люди, а все такие же, короче, жулики и воры. Поэтому, да, это позволяет Трампу давить сильнее. Далее мы видим, что господин Ермак, который, ну, не стоит никогда недооценивать, да, был довольно там жестким переговорщиком. И суть в том, что Украина сейчас может занимать жесткую позицию на переговорах, потому что фронт пока не обрушился полностью, потому что ВСУ пока сохраняет боеспособность, страна пока сохраняет управляемость. Соответственно, убор этого человека показывает нестабильность киевского руководства. Но это, знаете, как буквально известная есть фотография, где, значит, Сталин идет там, да, и потом вот в какой-то временной период одного человека с фотографии вымарывают, потом другого человека с фотографии вымарывают, и остается один Сталин. Вот остается один Зеленский, а все вокруг оказываются коррупционерами и врагами народа. Я к чему это говорю? Позиция морального превосходства – довольно мощное оружие в руках Украины. И по этому оружию был нанесен довольно сильный удар. Поэтому сейчас, учитывая, с одной стороны, давление побеждающей русской армии на фронте, с другой стороны, давление администрации Трампа, которая, если мы верим словам Дрискала, говорит, что с этим дерьмом надо заканчивать, потому что не нужно им это. Я вкратце потом расскажу, я писал об этом в телеграм-канале, о различии стратегии между ЕС и США. Чтобы понять, почему они не могут договориться, надо понять, о чем они мыслят, и на этом мы можем остановиться. И далее давление, собственно, общества. Мы видим, что общество устает, если мы смотрим на опросы общественного мнения, то украинцы хотели бы прекращения конфликта, но и все это складывается. Вот три давления. Да? Давление со стороны русской армии, давление со стороны Трампа, давление со стороны украинского общества. И все это подталкивает нас к заключению какого-то соглашения. А вот эта твердыня Зеленского, да, который оккупировал, значит, место под солнцем и никому не хочет его уступать, она немножко крушится, ломается, потому что вот Ермака вынужден он был пожертвовать им. И как бы вот его, знаете, как... сидит, условно говоря, сидит в своем бункере и ждет, когда уже постучатся к нему и скажут, выходи, заключай договорняк. Поэтому я думаю, что да, мы действительно приближаемся к некоему договорному решению. И вопрос, кстати, я, наверное, сейчас как бы драматургия нашего с вами разговора диктует, что вам нужно меня остановить и задать мне какой-то дополнительный вопрос, но мне кажется, очень важно проговорить американскую позицию на переговорах с Украиной. Почему да, я она... вот, смотрите, я хотел бы присовокупить сюда, к этому моменту, когда мы сейчас про американскую позицию поговорим, очень такую, она же на поверхности, очень такую четкую тактику. Ну вот смотрите, Женева. Кажется, что уже месяц прошел. Ну такой набор событий, такой набор сообщений. Нет, всего лишь неделя. Буквально за одну неделю после переговоров Ермака и Рубио, таких хороших, но они же выходят и говорят, хорошие переговоры, мы там будем работать дальше. И в процессе, когда Америка с Украиной работают дальше, у нас убирают Ермака.
На этом же крючке, на этой же нитке висит и Умеров. Потому что, знаете, у нас там новые и новые фигуранты появляются или анонсируются, да, кто-то где-то слышал, подслушал какие-то пленки и говорят там, тут пианист какой-то, тут еще кто-то, ну, новые позывные, там, Данилову смешную придумали историю бывшему главе СНБО. Короче, все понимают, что ходят под дамокловым мечом подозрений, в том числе и Умеров, как бы теперешний глава переговорной группы. Получается, ну, очень простая закономерность. Сидят такие американцы, говорят с представителями от Украины. Значит, Карусель крутится там, да, типа... поговорили хорошо, проходит около недельки, несколько дней, убрали. Потому что все сейчас говорят, только ленивый не говорит о том, что у Ермака есть подозрения, собственно, поэтому это такой поход на фронт. Вообще, конечно, с точки зрения, вот вы правы насчет морального превосходства, когда, прости господи, твое воровство, крышевание, вот эту коррупцию во время войны, что особо гиблое дело, да, как бы ты компенсируешь походом на фронт, ну или заявлением об этом. Все прекрасно понимают, что даже если там его запишут куда-нибудь в какую-то бригаду ВСУ, то это, ну, это не поход на фронт. Но тем не менее, это все прикрывают прошлые грехи. Такое ощущение, что, ну, как бы есть такая практика, в России есть, в Украине есть, когда тебя посадили, ты сидишь на зоне, но ты пишешь заявление, что ты идешь воевать, и поэтому тебя как бы отпускают воевать, это одно. Но когда ты еще, собственно, хочешь избежать подозрения, хочешь избежать преследования, но прикрываешься уже этим щитом фронта, мы, мол, вояки, это, конечно, особенно глумливо смотрится над украинским обществом. Так вот, Умеров тоже, судя по всему, может, если что-то пойдет не так, готовиться на фронт. Потому что у американцев вот такое поведение. Хорошо поговорили, не получилось, глава переговорной группы на выход. Так, и вы, соответственно, ну, смотрите, я не очень компетентен комментировать внутриукраинские вопросы, и как бы карусель переговорщиков, которые, ну, сидит один Рубио, знаете, там тан-тан-тан-тан-тан-тан, какие-то разные люди, короче, возникают. Или знаете, как вот эта игрушка есть, когда, значит, там 9 отверстий, из них поднимается голова, и тебе нужно с кем-то договорничок заключить, значит, то типа с одним, то с другим. Да, выглядит довольно, как бы, комично, это не очень серьезная ситуация, значит, с точки зрения, как бы, государственного престижа. Но на самом деле, давайте будем честны, понимаете, тот масштаб государственного престижа, которым сейчас обладает Украина, это буквально, как это сказать, inflated, типа надутая, короче, не соответствует она тому камзолу, в который ее нарядили. То есть камзол буквально великой европейской державы надели на, как бы, не очень успешное восточноевропейское государство. И, ну, как бы, вот это государство сидит, значит, за столом с великими там силами, и выглядит там довольно комично. Но не будем, значит, недооценивать, пока как бы сохраняется боеспособность украинской армии, управляемость украинского государственного госаппарата, этот процесс как бы пока может продолжаться. Я что хотел сказать? Я хотел сказать про американскую позицию. Очень часто мне доводится слышать в западных и в украинских источниках, которые я читаю, что тот план, который предлагает Уитков, это какая-то, значит, российская писулька, написанная там в Кремле, я не знаю, Кириллом Дмитриевым, кем еще угодно, и тоже увидел какой-то мем, 1000 лайков, или 1000 лайков, типа Стивен Уитков говорит украинцам, я буду вести переговоры. Хорошо, отвечают ему украинцы, а кто же будет с американской стороны? Вау, потужно. Вопрос на самом деле в том, что американцы полагают, что те условия, которые они предлагают сейчас, это наиболее выгодные, наиболее хорошие условия для Украины. Условно говоря, Стивен Уитков говорит украинской делегации: дорогая украинская делегация, мы будем вести с русскими переговоры от вашего имени. Мы не сдадим ваш суверенитет. Вы сохраните вашу столицу. Вы сохраните ваш государственный проект. Нам нужно, чтобы вы дали нам орудие в руку, там, козыри в рукав. Эти козыри – это вот, значит, отказ от НАТО, отказ от размещения иностранных военных контингентов и, значит, отдача той части Донбасса, которая не контролируется российской армией пока. Если вы дадите нам эти 3 как бы инструмента, мы их используем для того, чтобы от русских получить тоже какие-то уступки. Потому что если вы нам эти инструменты не дадите, русские скажут нет, и тогда вы как бы, ну, вы получите еще более тяжелую ситуацию, вы получите худшие условия для себя.
Поэтому, когда Украина сопротивляется этому плану, когда она говорит, что это российский план, и мы ничего там не сдадим, она, мне кажется, действует буквально против своих собственных интересов. Потому что то даже соглашение, которое было изначально обнародовано в виде 28 пунктов, оно предполагает довольно существенные уступки со стороны России. Например, оно предполагает, что российская армия не будет размещаться на тех участках Донбасса, которые сейчас российской армией не контролируются. Там не будет украинских войск, но не будет и российских. Как бы посмотрим еще, что скажет Россия на эти условия, потому что, честно говоря, у России сейчас нету большого резона прекращать свою буквально победоносную военную кампанию. Если вы посмотрите данные объективного контроля, за ноябрь российская армия получила рекордное количество территорий под свой контроль. Последний раз такой рекорд был после освобождения Курской области, но, грубо говоря, тогда просто эту Курскую область приплюсовали к тому, что действительно российская армия смогла взять. А сейчас нет, это чисто территория, которая раньше была под контролем украинских войск, сейчас она под контролем российских. Ситуация с каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем для Украины все хуже и хуже. И, понимаете, тактика переговоров вам диктует, что вы как бы, поначалу ни на что не соглашаетесь, а потом вы потихонечку подотпускаете ногу с педали тормоза, потому что иначе вас этот тормоз буквально, значит, не знаю, нет, отпускайте ногу с педали газа, потому что иначе потом газ вас в стенку, грубо говоря, приведет. Вот, поэтому, да, я думаю, что для Украины сейчас лучший шанс это согласиться на те условия, которые предлагает российская сторона, которые предлагает американская сторона, и надеяться, что американцы смогут от своего лица выторговать у России какие-то уступки, которые будут России приемлемы, но которые Украина не могла бы получить, взаимодействуя с Россией один на один. Американцы буквально, там, Марко Рубио говорит, типа, Украина, я буду, типа, защищать ваш суверенитет. Что же вам еще надо-то? Удивительное дело, как вот это моральное превосходство как будто бы заразило всех, да, что если, типа, мы правы, мы должны победить. Это буквально методичка Каи Каллас, да, кошмар просто. Давайте предложим России ограничить размер армии. Типа, серьезно? И это ужасная история, потому что ты ждешь от людей, которые занимают довольно высокие посты, довольно мудрых, довольно каких-то рассудительных утверждений и суждений, а получается какая-то просто околесица. И ты такой, и это типа Европейский Союз, да, вот эти вот страны Европы великие, охренеть. Они опираются на другую математику. Я думаю, вы видели, сегодня был отчет о том, что, условно, что делать, да, подсчет убытков. Да? Вот если, например, Украина продолжит воевать, то это где-то там до триллиона. 600-900 миллиардов, да, нужно на 4 года. То есть Европа откашляй, то есть отслюнявь, отдай, и, в общем-то, нормально, украинцы будут воевать дальше. Если Россия, а это, смотрите, тут тоже как бы есть невыгодные моменты для российской стороны, но мы все понимаем, что останавливать нужно наступающую армию. И люди, которые плюс-минус там понимают в военном деле, говорят, что должны быть очень конкретные вещи. То, что завтра должен привести Уитков Путину, сказать, смотри, вот это и вот это. Путин это берет, например, соглашается и выходит условно как верховный главнокомандующий и останавливает наступающую армию, чем? Победой. То есть мы победили, теперь будет вот так, вот так, вот так. Цели и задачи достигнуты. Все, бравые солдаты, молодцы, ждите распоряжений там, кто по каким, собственно, тыловым базам или там воинским частям будет куда размещен, в какой период и так далее. Да? То есть это тоже ведь определенным образом нужно упаковать. А в Европе считают, что если вот на этом всем остановиться, условно там, да, то есть американцы добиваются успеха, то Европе обойдется в 2 триллиона. В 2 триллиона долларов все происходящее. То есть там надо укреплять границу с НАТО, вот это вот все. То есть там украинцы, беженцы, туда, обратно, отправлять их, не отправлять. Конечно, лучший вариант это до триллиона отдать. Украина типа победит, потом дальше беженцев спихнуть назад в Украину. И, собственно, инвестиции, восстановление. То, что нам вот это вот рисуют на каждом... Сейчас много проходит международных выставок, всяких там, производителей всяких, всего на свете. И все такие восстановим Украину, и потом уже зарабатывать на этом. И вот выходит Кая Каллас на этом фоне, и, конечно, заявляет то, что она заявляет. Но тут есть определенный подтекст, очень важный в контексте американской позиции по переговорам. Кая Каллас выходит и говорит, а мы не в курсе вообще, что происходит.
Мы вот, от Мар-а-Лаго была вот эта встреча, ну, не Мар-а-Лаго, короче, Майами. Во флоридском, да, клубе Уиткофа, короче, Ну, да. Мар-а-Лаго это Трампа, ну, в общем, гольф-клуб, понимаете, лобби, сели, посидели, чего-то перетерли, а Кая Каллас не в курсе, поэтому вот и мечется Европа. В чем противоречие американской и европейской позиции, как его разрешить, как вы видите? Ой, да, это очень круто. Вы знаете, на самом деле это потрясающая история. Украина хотела подняться до уровня Европы, а в итоге Европа опустилась до уровня Украины. То есть, буквально, помните мем, да, что Украину забыли спросить. Подразумевается, что, типа, если мы абстрагируемся от какого-то оскорбительного подтекста, он подразумевает, что великие, там, гранды, большие великие силы обсуждают ситуацию в своих каких-то кулуарах, а Украина, как субъект не очень влиятельный, да, ну, как бы, понятно, не какой-то там мелочный, не Люксембург там какой-то, но, то есть, просто не сравнимый с грандами. Его мнение не очень учитывается. И вот попробовал Европейский Союз учитывать мнение Украины. И не только учитывать, а буквально ставить его во главу. То есть, с одной точки зрения, Украина добилась довольно впечатляющего успеха, что она смогла продать свою позицию Европейскому Союзу как основную. То есть, Европейский Союз поверил в эту историю, там, ничего об Украине, ничего об Украине без Украины, поверил, что Украина сама должна определять свою судьбу, и в итоге это привело Европейский Союз к полной политической импотенции. Буквально Каю Каллас не спрашивают, Рубио с ней не встречается, никто, значит, не звонит ей, не сообщает, она как бы из новостей узнает, значит, о произошедшем. Это происходит именно потому, что Европейский Союз отказался от собственной субъектности и опять подменил реальность и расчет идеологическими убеждениями. То есть, условно говоря, Европейский Союз считает Украину правой. А раз она типа права, ну, значит, она как бы должна диктовать условия, она должна победить. То, что реальный мир работает немного не так, об этом почему-то как бы все забыли вспомнить. И получилась история, что сам Европейский Союз свел себя в вот эту политическую могилу. Стратегия США и ЕС действительно отличается. США полагают, писал я об этом в Телеграм-канале, кто читает, тот прочел. Кто не понял, тот поймет. США полагают, что главная угроза 21 века – это Китай. Для того, чтобы с этой угрозой справляться, надо мириться с Россией, надо, в общем-то, оставить Европу, как бы пускай она сама занимается своим континентом, и сосредотачиваться на Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вот Трамп недавно был в турне по Юго-Восточной Азии. Был в Японии, говорит, давайте-ка, может, ядерное оружие у вас разместим. Был в Южной Корее, говорит, мы вам поможем строить атомную подводную лодку. Ему вот это интересно. Значит, Китай враг, чтобы с ним бороться, надо дружить с Россией. Что думает Европейский Союз? Европейский Союз думает, Россия враг, ради того, чтобы с ней сражаться, надо дружить с Китаем. То есть, это буквально абсолютно несовпадающие позиции. Мы видим, что вот этот антикитайский крен продвигается США, а Европейский Союз не хочет. Даже когда еще Британия была в ЕС, помните, по-моему, это было еще до Брексита, был скандал с Huawei, когда Британия заключила огромный контракт на то, чтобы сети 5G в Великобритании строила компания Huawei. Потом американцы надавили, контракт этот пошел прахом. И, собственно, это хорошая иллюстрация. То есть, европейцам выгодно вроде как дружить с Китаем, а американцы говорят, не надо, у нас своя тактика, нам надо с Россией дружить, а с Китаем надо бороться. И получается, что США, будучи более могущественной страной, они определяют, как ситуация пойдет дальше. Но, казалось бы, если бы вот этот масштаб подчинения был настолько прямым, то Европейский Союз бы сказал, хорошо, мы подчиняемся, дорогой, значит, американский исполин, дорогой американский гегемон. Но Европейский Союз не может все равно, да, вот обладая гораздо меньшим влиянием, он не может, по сути, следовать американскому курсу. Он не дает, то есть он не позволяет американцам переломить свой собственный курс. И вот мы оказываемся, когда Европейского Союза силенок нет, а гонору хватает. Значит, у американцев силенки есть, а гонору не хватает, чтобы сказать этим европейцам, делайте, как мы сказали, или будет хуже вам. Потому что, вот эта гегемония американская, она работает как бы довольно беспардонно порой, но все-таки у нее есть некие рамки приличия. Вот, поэтому такая история. Мне кажется, во многом из-за несговорчивости, неуступчивости, неготовности посмотреть реальности в глаза, которые исповедует Европейский Союз, мы находимся в той ситуации, в которой мы находимся. Если бы Украина понимала, к чему все идет, если бы Европейский Союз понимал, как реально работают международные отношения, мы бы давно уже закончили все это договорным разрешением, и еще, возможно, даже в Стамбуле в 2022 году. Сколько бы городов осталось целыми, сколько бы людей выжило.
сколько бы как бы не было причинено горя, зачем это все было продолжать после 22 года? И в итоге мы приходим к тому же самому. Вот это главный вопрос исторический, да, который будет Зеленскому задан. И мне кажется, большая трагедия для Украины, что во главе нее оказался человек, который не смог справиться с этим вызовом времени. На самом деле, когда начинается военный конфликт, очень легко выйти на площадь и сказать: я не сдамся, я остаюсь, я буду здесь. Это как бы естественное поведение. Мы ждем такого рода поведения. А чтобы сказать, дорогие украинцы, да, как бы иногда нужно идти на... Ну, это типа вот та речь, которая была после этого плана, да, когда он сказал, что у нас выбор или между там достоинством, или потерей союзника. Тоже не самая как бы классная речь, но вот такой какой-то мотив должен был быть. Друзья, как бы не всегда наши возможности совпадают с нашими желаниями. Иногда ради сохранения жизни людей и сохранения государственного проекта необходимо идти на какие-то уступки. И если бы тогда это было сделано, сейчас и Херсон с Запорожьем еще были бы украинской территорией, да, как бы, а теперь этот вопрос даже не обсуждается, да, Россия, безусловно, не откажется от тех регионов, которые вошли в ее состав сейчас. Поэтому удивительное дело. И мне кажется, был бы какой-то более, знаете, такой вот пронырливый, циничный политикан во главе Украины, а не вот этот недо-Черчилль, все было бы лучше. Знаете, мне не за что любить Петра Порошенко, он в России вообще, по-моему, террористом и экстремистом, да, признан. Но Липецкая фабрика работала. Но мне кажется, что вот он бы мог в нужный момент сказать: да, вот мы, короче, проиграли. И давайте, чтобы дальше уже не до это самое, давайте уже договариваться. Вот какой-нибудь циничный политикан был бы, мне кажется, было бы буквально меньше горя всем. Имеем, по этому имеем. поводу сегодня Зеленский написал у себя в соцсетях, в общем. Он же там на встрече в Париже, да. Они там пункты прорабатывать будут. В общем, встреча такая у них настроение, знаете, такое приподнятое, все такие фотографируются, все вроде как хорошо. Пишет, что все было очень конструктивно. Это по поводу переговоров с американцами во Флориде. Значит, есть непростые вещи, по которым нужно поработать. Эти представители, которые были там, вернутся в Европу на днях. И после разговора с ними, из полного доклада о развитии переговоров, будем от него отталкиваться и определяться с нашей активностью. Как бы слышится уже, не только в том сообщении, которое было в позапрошлую пятницу, но и в прошлую пятницу, и вообще на днях, и вот сейчас, и вот в этих сообщениях сегодняшних, слышится от Зеленского, что он как бы готовит почву. Смотрите, понятно, что это внутриукраинская хуцпа или там какие-то политтехнологические всякие, вот эти все финты, которые отбрасывают и выбрасывают на фоне, понятно, отставки Ермака. Одни там говорят, что он будет серым кардиналом, будет как бы втихушку дальше руководить, а кого-то там назначат, поставят. Кто-то говорит, что нет, это разгромы, это прям вот Зеленский следующий. Короче, запустили такую утку. Есть такой Вова Петров, работник, сотрудничающий с офисом президента, прям с такой слезой, прям театрально говорит: до 15 числа подпишут какой-то переходной мир или временный мир или какое-то перемирие, в общем, начнется определенные, в общем, процессы начнутся, демонтаж, он говорит, вакханалия будет, в общем, что-то вот будет происходить, а потом в новогоднюю ночь, это, мол, будет последнее обращение Зеленского в роли президента, он сказал: я вот выходил в новогоднюю ночь на канале Коломойского, где Петра не показали, а его показали тогда, что я иду в президенты, и сейчас точно так же он выйдет и скажет, что все, в общем, я ухожу, и мы все украинцы смотрим и будем переживать, что вот а как же так, вот как же так, да, берет и уходит, говорит: все, устал, задолбался, вы такие всякие, не поняли, и, короче, уйдет непобежденным, гордо подняв, скинув нос, и, так сказать, уйдет в закат. Расчет этой истории читается легко на раз-два. Мол, все должны объединиться вокруг Зеленского, сказать: да, Вова, куда ты не уходи, постой, мы с тобой, ты такой весь как бы самоотверженный, давай оставайся. Однако, смотрите, если брать этот сценарий, да, как определенный пул возможностей, да, пул возможного, да, для Зеленского,
А как отреагируют Америка, Россия, ну и Европа, которая завязана контрактами, деньгами и вот этим всем непомерным сотрудничеством, которое всячески подчеркивается. Если мы вот попробуем исключить, вот как Ермака убрали, да, и тут внутри начинается там, да, кто что, там, кто новый. А вот давайте уберем Зеленского из уравнения, что получится? Хороший мыслительный эксперимент. Я думаю, что все-таки Зеленский все же довольно, как бы на него многое замкнуто. Очевидно, он с момента начала вооруженного конфликта в значительной степени объединил вокруг себя государство, ну, вернее, собрал вокруг себя государство. Очевидно, что сегодня нельзя назвать Украину демократическим государством, даже там по тем рамкам, в которой она была там, в 2020 году, да, собственно, Зеленский сам пришел к власти типа на выборах. Пришел, напомню, на обещание разрешить людям говорить на русском и положить конец конфликту. Ну, как бы понятно. Вот. Убрать Зеленского... Я думаю, что, понимаете, логика событий диктует свое как бы собственное их развитие. Развитие в том, что Украина проигрывает вооруженный конфликт, проигрывает его довольно все более очевидно. И от фигур здесь мало что зависит. Зеленский сыграл свою роль по итогу, мне кажется, злую, по итогу неудачную, потому что он действительно убедительно выглядел в образе Черчилля, и он смог мобилизовать довольно большое количество иностранных доноров для поддержки Украины. Реально там эти овации в парламенте. Тот же самый преснопамятный Порошенко, да, выглядит как советский дед, и, понятное дело, как бы такого впечатления не производил на всех этих парламентариев, как Зеленский, изображавший себя молодого и перспективного. Но в итоге он этими действиями загнал Украину в еще большую яму, да, яму военного поражения, яму значительной утраты государственной состоятельности, да, ну типа люди уехали, кто-то погиб, понимаете, очереди в военкоматах украинских, ведь реально, да, если мы там цинично говорим, люди, которые добровольно идут, значит, в военкоматы, это типа как бы, ну это доблесть, да, это как бы лучшие люди, значит, лучшие люди страны, которые готовы в нужный момент встать под ружье, и, значит, если правительство там сказало отчизна, родина, то ты пойдешь в армию, да, то это как бы, это благодетель. Вот, добродетель, господи, благодетель. Это добродетель. И люди ведь погибли. И остались те, кто там сбежал, остались те, кто как-то там смог всякие документики изобразить. Ну и в итоге, короче, да, все это привело к тому, что Украина ввязалась в войну на истощение, которую она не в состоянии была выиграть изначально, и всем это было понятно, блин. И вот, да, такую роль он сыграл. Я думаю, что если его с авансцены убрать, то мне кажется, что усталое общество, конечно, скорее будет согласно на завершение конфликта. Потому что, смотрите, кто может прийти взамен, да? Например, военные. Военные видят ситуацию на земле. Они понимают, что война в значительной степени проиграна. Они видят, что они видят, как она ведется. Они не верят во все это вранье, которое распространяется украинскими медиа. Это могут быть радикальные националисты. Ну, вот это будет прологом к полному военному краху Украины, потому что, грубо говоря, сейчас закусить у дела и вцепиться в еще более жесткое противостояние с Россией, это еще более жестко проиграть. И мне кажется, что вот последние события последних дней, атака на Каспийский вот этот трубопроводный консорциум, атака на танкеры теневого флота, это буквально скатывание вот в это вот, в такую тотальную войну буквально. Вы хотите тотальной войны, вот она будет у вас теперь на Черном море, в турецкой, да, там этой части, она будет у вас где-нибудь там еще, и это пролог к плохим событиям. Я бы не советовал идти по этому направлению, но тут, грубо говоря, как украинское руководство решит. Поэтому я думаю, что, конечно, в значительной степени продолжение конфликта завязано лично на Зеленского. Ему необходимо отвечать на вопрос, а почему мы не заключили мир в 2022 году и пришли в итоге к тому же самому. Ему необходимо отвечать на вопрос, а что дальше. Ему необходимо отвечать на вопрос теперь, а ты что, не знал, что у тебя Ермак ворует? Ты вообще в курсе был, что у тебя страна воюющая и в войне на истощение, а у тебя вот люди тащат, и натащиться никак не могут. Поэтому, да, я думаю, что, конечно... ну или это придет какие-то типа либералы, которые скажут, слушайте, ну нам надо, как бы, мы страна-транзитер, мы страна между Западом и Востоком, нам нужно отказаться от НАТО, нам нужно отказаться от... Понятно, сейчас это звучит довольно мало реалистично, но в целом это адекватная позиция, к которой, грубо говоря,
рано или поздно люди придут. Немецкий милитаризм дал, как бы, был побежден, и потом к власти пришли люди, которые сказали, что окей, нам надо торговать, да, заниматься экономикой. Ну вот, поэтому да, короче, резюмируя, я думаю, что гипотетический уход Зеленского со сцены привел бы к интенсификации мирного процесса. Мгм. То есть, в принципе, уход Зеленского, он бы наверняка в Россию устроил. И, в общем-то, в Кремле бы поприветствовали этот уход. Да, да, конечно, конечно. Зеленский... Слушайте, ну давайте вспомним хрестоматийную историю. 2019 год, когда Зеленский мог подписать Минские соглашения, и ничего бы этого, черт возьми, бы не было. А он пришел, посмеялся над Путиным, там Богдан потом хохотал, как мы Путина кинули, вокруг пальца обвели. Ну вот этот Зеленский. И это, кстати, знаете, кто не любит демократию, да, но, условно говоря, когда волна демократии возносит на политический олимп такого калибра персонажей, блин, когда страна находится в шаге от войны, нужен очень мудрый, очень расчетливый и очень сдержанный политик. Не народный трибун, который говорит, типа, да, нам нужна тотальная война, мы там не сдадимся, мы не зламные, а человек, который реально посмотрит на карту, посмотрит на соотношение экономик, на международную ситуацию и скажет своему народу, может быть, не самые приятные, но правильные слова в этот момент. И он, может быть, похоронит свою политическую карьеру. Он войдет в историю как человек, который как бы отказался от борьбы, но спас нацию. Зеленский не отказался от борьбы и, по сути, привел нацию к вот этой катастрофе. Потому что в любом случае, чем бы ни закончился сейчас конфликт, даже если мы какой-то чудесный для Украины сценарий вообразим, эта страна потеряла значительную часть своего национального потенциала, населения, кадры, мозги, умы, там, типа, матки, да, буквально женщины уехали, которые, типа, рожают, да, если мы смотрим цинично с точки зрения демографии. Ну вот ваш Зеленский, да. Об Америке. Как бы вопрос по вашей кафедре. Смотрите, Конечно, сейчас, в общем-то, всячески я хочу оттолкнуться от двух моментов, да, и вот свести вопрос к гегемону Соединенных Штатов Америки. Значит, первый момент. Очень активно, и понятно почему, потому что нужно же демонстрировать противодействие Трампу, публикуются вот эти всякие республиканцы, да, конгрессмены, там, другие политики, которые как бы вот что-то в пику говорят. И, мол, говорят, смотрите, это республиканцы говорят про Трампа. Ну вот, например, там Дона Бекона публикует Политико, говорит, что Белый дом не демонстрирует четкую проукраинскую позицию, а вместо этого подает противоречивые сигналы касательно того, на чьей вообще стороне находятся. Короче, уличают, что, ну, понятно, администрация Белого дома, они как бы на стороне России, вот этого вечного зла. Это вот один момент. Второй момент, чтобы не было так пробросом, это тоже нужно акцентировать и ставить восклицательный знак. Смотрите, одно дело, когда там танкеры, флота, понятно, что там российские экипажи, это российские судна, да, под другим флагом, они подбиты. Да, это действительно сразу возникают вопросы, потому что в территориальных водах, экономических водах Турции, страны НАТО, которая как бы, ну, вот вместе со всеми. То есть эти воды не обезопашивают, собственно, торговлю. Это большущий прецедент. Главное в НАТО – это американцы. Как ни крути, на какой козе не подъедь, куда ни посмотри, куда ни загляни. Америка. Реакция на вот эти удары, причем такие открытые, даже там повторный удар был, когда уже турки приехали спасать, условно, экипажа, и второй удар был. Они смотрели, как эти бэки атакуют судно. Реакция нулевая практически. Ну, то есть, никаких больших и серьезных заявлений мы не... Ну, так как так и надо, понимаете? Но тут же возникает главный вопрос, а что из себя представляет тогда блок НАТО, раз вот такая реакция на такое событие в территориальных водах страны-члена НАТО? Соответственно, здесь вопросы нужно задавать уже не просто там к Рютте, например, да, а уже непосредственно в Америку, мол, НАТО, это же, смотри, что происходит. Произвол, ужас. И вот тут возникает очень интересный момент. Так, а гегемон ли Америка сейчас? Почему условно вот эти, ну и, конечно,
абсолютно открытое потом через какое-то время признание с видеофиксацией конкретно украинской стороны, украинских силовиков, говорит, это вот мы, это мы. Ну и все, и пауза. Получается тут, знаете, какое-то молчаливое согласие, и вот эта вот спираль молчания просто продолжает по инерции действовать в ответ на то, что, ну, смотрите, бедная же несчастная Украина, жертва, вот сегодня там трагедия, в Днепре прилетела баллистика по складам, предприятиям, погибли люди, в том числе и гражданские, вынесли там, ну, там, многоэтажки, да, это же жертва агрессии, ну, значит, ей можно вот такое. Хотя событие беспрецедентное. Но мы тиражируем каких-то республиканцев, которые там как бы это все микшируют, говорят, да, это же Америка, они же вроде как на стороне России. Получается, что правы, например, такие доблестные мужи украинской политики, как вы помните, был премьером Арсений Яценюк, который говорит, этими переговорами и вот этим мирным треком Америка как бы чуть ли не из НАТО выходит. А ведь мы это увидим воочию. Прокомментируйте эти события. Действительно ли как бы НАТО уже и не нужно Дональду Трампу и его команде? Ну, да, для Дональда Трампа НАТО это, как бы и все международные организации, это инструменты продвижения американского влияния. Соответственно, с его точки зрения, все то, что работает на укрепление американского влияния, хорошо, все то, что не работает, это плохо. Американское влияние Дональд Трамп при этом толкует довольно просто. Это то, что приносит Америке деньги. Если, значит, Европейский Союз выполняет указания США и экономит деньги, чтобы американцы сами там не занимались какими-то операциями, ну, хорошо. Вот они покупают оружие. Ну, хорошо, как бы. Дональду Трампу отлично. Но он, конечно, не видит в этом всем какую-то священный союз. Или нечестивый союз, как вам больше нравится. Он полагает, что это организация, как любая другая, да черт с ним. Американцы вообще не очень любят международное право, исторически. Они не очень любят международные организации. Американцы полагают, что вообще как бы действовать им нужно с оглядкой на себя. И у них давно была норма о превосходстве национального права над международным. Да кто такие вот эти, чтобы нам что-то там диктовать? Поэтому да, конечно, сейчас тем более мы видим, как эти тенденции набирают ход по всему миру. Страны понимают, что сейчас каждый во многом сам за себя. Каждая страна, вот что она может делать, то она и делает. Какие союзы ей надо, с тем она и заключает. Причем союзы такого глобального толка, как НАТО, сейчас тоже уходят. Вот как бы отношения России там, с Турцией. Да? С одной стороны там одно, с другой другое. Отношения Украины с Турцией. Там вроде Эрдоган, так сказать, отзывается довольно положительно, а с другой стороны там с Россией прекрасно торгует, позволяет там проходить каким-то товарам и так далее. И поэтому, да, НАТО сейчас находится в кризисе. Оно не смогло не дать какой-то единый ответ. Оно не смогло, на самом деле, ничего сделать во многом. Ну, и сейчас это всем становится очевидно. Да, НАТО в кризисе, и, конечно, конфликт российско-украинский в значительной степени этот кризис подсветил. О боже, молния. Я вот за что люблю прямые эфиры, да, вот именно. Там может быть глубина аналитики, но это возможность очень быстро реагировать. Франс Пресс сообщает прямо сейчас, что спецпосланник Уитков проводит новую встречу с представителями украинской делегации во Флориде. Это вот прямо сейчас происходит. Ёлки-палки. Опять? 25. Ведь и Axios, и CNN описывали вот эту встречу как такую тяжелую, непримиримую. И все говорят нам о чем? О том, что Уиткофу, намекают, да, что как бы не с чем особо ехать, потому что, несмотря на то, что там какие-то пункты вроде как согласовали, но по основным вопросам не решены, но сейчас, получается, дожимают со стороны Америки для того, чтобы поехать в Россию с конкретикой. Не так ли? Конечно, да. Очевидно, что, значит, если у них проходит вторая встреча, значит, вчера они ни о чем не договорились. Значит, украинцы так и стоят на своих условиях. И Уитков поедет к Путину и будет как дурак говорить, Владимир Владимирович, они ни на что не согласны. И Путин им скажет Уиткову, что, мы тогда продолжаем. И Уитков скажет, окей, да, что мы можем сделать? Мы тогда отходим. Вот, действительно, это интересно. По-хорошему, они сегодня должны были прилететь в Москву, и завтра должны были встречаться с Путиным. Эта ситуация еще не упущена. Они, очевидно, могут прилететь завтра и встречаться завтра с Путиным. Но это показатель, что Украина держится за свою максималистскую позицию. Да, говорят, знаете, особенно на Западе пишут. Я вот недавно на Аль-Джазире давал интервью, и там был эксперт из США тоже. И он вот повторял словосочетание типа Russia's maximalist position, типа максималистская
максималистская позиция России. По факту максималистская позиция Украины. Россия буквально выигрывает и может как бы требования выдвигать. А Украина проигрывает. Хотя про границы 91 года забыли. На том спасибо, что называется. Но реально вот это вот максималистская история со временем даст осечку. То есть американцы, им может уже надоесть. Они говорят, типа, Украина, вы войну проигрываете, а мы вас готовы защищать. Мы готовы ваш суверенитет отстаивать в разговорах с Путиным. Нам это вообще зачем? Мы вас можем сдать буквально завтра за 25 центов. Вы нам как бы не нужны, потому что от вас не зависит наша безопасность американская. Мы, типа, американцы, можем вообще на вас забить. И все. И я думаю, что довольно жесткие разговоры сейчас идут, и я рад, что это делает Уиткоф, а не какой-то, знаете, вот этот вот любитель, как вот, знаете, змею заговаривать, Кит Келлог, который говорил приятные украинцам вещи, а украинцы, значит, вот так вот его слушали и из горшка вылезали там, из золотого, очевидно, унитаза Миннича. И, соответственно, ну вот хорошо, что как бы Уиткоф доносит до них какую-то правду, и я надеюсь, что будет прогресс. Я еще раз говорю, вот давайте, типа, честно скажем, Россия может как бы продолжать. Россия не зависит критично от этого прогресса на этих переговорах. Россия может продвигаться и дальше. А Украине этот прогресс нужен. Если вы хотите сохранить жизни, территории, там, не знаю, государственность, то вам этот прогресс нужен. Но это, грубо говоря, короче, знаете, как родитель Уитков должен, значит, шкодливого ребенка учить, что вообще-то это в твоих интересах. Вообще-то, типа, надевать шапку, не получить менингит и не умереть, это в твоих интересах. Пожалуйста, послушай меня. Это удивительно, как вот современная дипломатия, с чем она вынуждена, в общем, работать сегодня. Вот такие дела. Да, друзья, пожалуйста, готовьте свои вопросы уже, будем двигаться к финалу. У меня будет вопрос один как раз-таки по внутриамериканским раскладам. И, конечно, вот еще одна новость приходит сейчас тоже, что Госпогранслужба запретила выезд Ермаку из страны. Представляете? И об этом так браво рапортуют и говорят, что, в общем, дело времени ему подозрения. А вот сейчас такая информация, мол, на пункты пропуска есть, ну, там называется сторожевая карта. В общем, короче, едет Ермак, да, по своему паспорту, ему смотрят в глаза и говорят: нет. Оставайся, мальчик, с нами, иди в ВСУ, как ты всем сказал. А с платформы говорят, да, в общем, да, понятно. Вот, поэтому такая новость, ну, очень специфическая история, и вот, знаете, в принципе, все укладывается в очень непопулярное решение, которое можно будет потом, ну, вот спихнуть на Ермака, как на козла отпущения. Я думаю, что я это предрекал еще там в пятницу в эфире Шума, и, собственно, скоро начнут танцевать на его костях, ну, политических, потому что человек как бы все решал, он был вторым после Бога или там первым, короче, был прям вездесущ со своими ветками, теневыми схемами управления, а сейчас как бы его нет, и скоро будет больше голосов, которые будут Ермака хулить. Ну, это как бы такой стандартный процесс. По Америке, смотрите, очень интересная история произошла, как бы параллельная, да, но прям очень интересно. Значит, Хексет посмеялся над информацией, что он лично приказал убить всех на борту лодки, которую подозревают в контрабанде запрещенных веществ. Значит, в X публикует картинку с черепашкой Франклином из мультсериала, и он стреляет из гранатомета в лодке с вот этим грузом, и подпись под публикацией, значит, для вашего списка рождественских пожеланий. Интересно, что там и Рубио, который там глава переговоров, который так украинский суверенитет защищает, комментировал вот эту информацию о том, что, ну, собственно, подбили, но надо было добить, да, и это, мол, Хексет сделал. Рубио говорит, правильно сделал. Но вот такие это сильные такие позиции. Вместе с этим, чем дальше история с Венесуэлой происходит, тем меньше вообще вероятности того, что будут американцы что-то предпринимать. Сегодня в очередной раз очередной там республиканец говорил с Трампом, и тот говорит, никакой наземной операции не будет, ничего этого не будет. Мадуро вроде как немножко выдохнул, его вроде как защитили, ну, то ли китайцы, то ли, собственно, китайцы и россияне, и, в общем, Трамп особо не рыпается. Но вот такие прецеденты мы имеем.
Как вы это прокомментируете? И действительно ли, с одной стороны, демонстрируют руководители там, Госдепа и Пентагона, министр войны целый такую карикатуру опубликовал, единство, да? А с другой стороны, нам же всячески говорят, что Рубио это вот отщепенец больше от команды Мага, Кушнера, Уиткофа, Венса и прочих, там Дрискала, да, это другой совсем лагерь. Его очень начали любить в Киеве. Внутри, о чем говорит эта ситуация, эта карикатура, да, и внутри, как вы оцениваете состояние команды Трампа, кто с кем, кто за кого, есть ли линии эти раскола, как они выглядят сейчас? Да, вы знаете, вот вы как раз сейчас сообщение «Молнии» прочитали, вот я тут, значит, увидел, что Зеленский встретился с Макроном и сказал, что война должна прекратиться как можно скорее. И реально, знаете, как бы вообще насколько это все уже неинтересно, пока, значит, реальные переговоры там идут во Флориде, завтра пойдут в Москве, эти, значит, там у себя в ЕС собираются, и какой-то там голландский штурвал буквально крутит, а Кая Каллас и Урсулы наблюдают, значит, за всем этим процессом, как у них там наяривание происходит, реально абсолютно люди как будто уже утратившие всякое влияние и всякое значение. Что касается наших дорогих американских коллег и партнеров, скажу следующее. Вообще, мне кажется, что за спиной Трампа прорастает довольно сильное движение как раз МАГА и America First, то есть Америка прежде всего. Дональд Трамп это движение возглавлял, до сих пор во многом возглавляет, но он не является его искренним сторонником. Дональд Трамп это такой проныра, пройдоха, политикан, человек, который готов как бы любые убеждения применять на выгоду. Это, помните, он, значит, громил этого мэра-социалиста Мамдани, а потом встречался в Белом доме, сказал, что он очень нормальный мужик, и в целом можно с ним работать. Я видел очень хорошую шутку на эту тему, что, значит, Мамдани заключил с фашистом пакт о ненападении, чтобы увеличить, значит, продуктивную мощь Нью-Йорка перед грядущим столкновением с трамповскими, значит, фашистскими ордами. Ну, ладно. Значит, вот это движение Make America Great Again, МАГА и America First, оно возглавляется во многом вице-президентом Венсом. Это люди, которые реально в это верят. То есть Трамп, типа, да, верит, по факту ему все равно, он за деньги, он про деньги. А Венс, правда, в это верит. И вот люди вроде Дрискола, это люди, которые его поддерживают. Марко Рубио нечто среднее между таким классическим политиканом-республиканцем и вот таким настоящим МАГА-патриотом. И, соответственно, мы видим, как крыло Венса становится более влиятельным. Я бы туда отнес, наверное, даже, может быть, частичный Стивена Уиткофа, который, конечно, трамповский друг, гольф-партнер, бизнесмен, без дипломатического опыта, но он реально верит вот в то, что конфликты нужно прекращать, нужно заниматься Америкой, нужно зарабатывать деньги, нужно как бы вот... Новое, короче, американское мышление, если говорить, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев. Поэтому, да, противостоят этому крылу традиционный истеблишмент, да, такой вот, типа как раз Рубио какой-нибудь, вот эти вот, типа Дона Бекона, да, господин Бекон буквально, все вот эти вот люди, которые традиционные истеблишментовские республиканцы, и демократы, кстати, тоже традиционные истеблишментовские. И я думаю, что как раз сейчас вот интересная была утечка в медиа, что Марко Рубио отказался бороться за президентский пост в 2028 году, сказав, что это должен делать Венс. То есть он уступил это Венсу. И я думаю, что это то крыло, которое мы увидим на подъеме. Потому что Трамп со своим делом Эпштейна, со своими вот этими какими-то валяниями вокруг Украины. Типа движение МАГА вообще Украина ему не очень нужна, и Венс один из главных критиков и скептиков всего этого вопроса. И я думаю, что как раз это вот эта молодая хищная команда, молодая хищная стая, которая придет из-за спины Трампа и будет играть значительную роль в американской политике. И они как раз, им вообще пофиг. Да какие наркотеррористы в Венесуэле, да убьем их всех, а что вы нам сделаете вообще? Хотим вторгнемся, хотим не вторгнемся. Лодку одну уничтожим, вторую еще уничтожим. Будете вякать, еще 15 уничтожим. Как бы это жестокие, довольно жесткие люди, но вполне честные и искренние в своих намерениях. То есть они не будут скрываться за вот какими-то экивоками словесными, дипломатическими. Они скажут, что им надо и что будет, если вы им это не дадите. Ну вот такой мир. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Он выглядит вот так. Сможет ли Трамп остановить войну до Нового года?
Вот как вы проголосовали. Спасибо большое за то, что проголосовали, лайк поставили. Значит, 9%. Без проблем для ВСУ на поле боя нет. Ну, то есть должно что-то произойти на фронте, и тогда вполне до Нового года все остановится. 13%. Да, темп разгрома власти З хороший. То есть все укладывается в графике. Сейчас там кто-то говорит 15 число, кто-то там уже четкие дедлайны, знаете, даже прописывают, что все хорошо, все идет к тому, что до Нового года договорятся, соорудят и сконструируют остановку войны. 37% Путин может, смотря что предложит конкретно Путину. Это будет очень интересно по поводу завтрашнего дня. А 40% что рановато еще, разве что к весне. Спасибо большое, что проголосовали. Но видите, как Путин может и рановато еще... Не противоречат друг другу варианты, но вот... Да, очевидно, от Путина здесь зависит куда больше, чем от Трампа. Типа, дорогие украинские зрители и слушатели, если вы думаете, что в Трампе вас ждет спасение, нет. Как бы главный в итоге контрагент – это Владимир Путин. Нравится вам это или нет, кому-то не нравится, но, извините, это тот мир, в котором мы живем. Буквально от Путина зависит куда больше, чем от Трампа. Он не может заставить Путина что-то сделать. Мне кажется, вот прошедшее время это показало. Ни Байден не мог, который действовал максимально жестко. Ни Трамп не может, который пытается сочетать кнут и пряник, но ему показывают, что как бы кнут убери, за пряник спасибо, но на наших условиях. Вот такие дела. Поехали, вопросы. Петр задает вопрос. Кто прав? Те, кто говорят, что никто на Украине не подпишет отказ от территории, или с другим мнением, что такой отказ подпишет всякий, если эту подпись ему делегирует народ? Для чего нужно всего лишь навсего провести референдум? Хороший вопрос. Сложно, спасибо, Петр. Сложно провести референдум в стране, где у вас понятно, кто уехал, кто эвакуировался, непонятно кто, непонятно где. Но смотрите, о чем говорил Владимир Путин, о том, что признание территории со стороны Украины ему не нужно. Юридическое. Признание ему нужно со стороны крупных акторов международной политики. Читай США, ЕС, Китай, например. Вот, поэтому я думаю, что отказ Украины от территории нужен де-факто, чтобы Украина получила какие-то, значит, дополнительные бонусы, бенефиты, прости господи, как раз-таки отдача оставшейся части Донбасса России поможет, потому что в ответ можно что-то себе попросить, правда? Иначе просто Россия заберет это сам, в итоге силой, и ничего лучше не будет. Поэтому я думаю, что ни одному лидеру Украины не придется подписывать де-юре отказ от территорий. Но, конечно, лидеру Украины придется подписывать де-юре отказ от НАТО. Я думаю, что это будет сделано. Де-юре отказ размещать иностранные контингенты. Это как бы будет сделано. Вопрос о демилитаризации пока подвис в воздухе. Цифры, которые даже озвучивались, типа 600 тысяч человек, это все равно дофига, честно говоря, выражаясь по-научному. Вот, поэтому я думаю, что референдум сейчас провести сложно, но подписать придется любому лидеру. И как это сделать? То есть этот лидер выходит и говорит: дорогие украинцы, мы сохранили государственность, мы не можем нести угрозу России. Россия никуда не девается, если мы будем нести ее угрозу, нам же будет хуже. Поэтому я подписываю эти обязательства ради Украины, ради нашего будущего, ради нашего процветания. В обмен мы получим там инвестиции, в обмен мы получим стабильность. Без НАТО и без иностранных контингентов у нас будет безопасность, что у России не будет причины никакой начинать военные действия против Украины. Поэтому к нам придут инвесторы, они дадут нам рабочие места, они дадут нам деньги. То есть все это просто переупаковывается в приятные для уха слушателя коробочки. Вот. Но да, это будет сделано, я думаю, наверное, следующим лидером Украины. Кажется мне, что еще американцы так давят на это переизбрание, не переизбрание, а на выборы. Я думаю, что итоговое соглашение будет подписывать не Владимир Зеленский, который свой довольно тяжелый след в истории уже оставил и так. Так, Евгений просит прокомментировать ситуацию с танкерами в Черном море и какие последствия это с точки зрения международного права будет иметь. Спасибо. Да, вы, кстати, касались этой темы, я что-то как-то от нее ушел. Смотрите, я думаю, что сейчас на самом деле все на это закроют глаза. Потому что всем понятно, что решается судьба мирного соглашения, всем понятно, что это какие-то завершающие аккорды. И, условно говоря, ладно, черт с вами, скажут, значит, хорошо, это были последние дни конфликта, это было там какое-то радикальное действие, это, может быть, вообще сделали без... Зеленский был не в курсе, Зеленский не знал, Зеленский работал с документами. Если это будет изолированным инцидентом.
Если же ситуация затянется, и это продолжится, я думаю, мы увидим в значительной степени усиление давления на украинскую сторону со стороны Турции, со стороны Казахстана, со стороны вообще стран Центральной Азии, со стороны тех стран, которые раньше занимали нейтральную позицию. Они начнут занимать позицию антиукраинскую. И если в краткосрочной перспективе это, видимо, как украинцы считают, принесло им какую-то пользу, то чем дольше это будет продолжаться, тем менее эффективно это будет, и тем хуже это будет для украинской стороны, потому что буквально это удар по интересам Турции, это удар по интересам Казахстана, это удар по международному судоходству. Условно говоря, люди готовы вас поддерживать, когда вы как бы не мешаете их собственному благосостоянию. А когда вы у казахов, у казахстанцев отбираете деньги буквально, они, я думаю, рады здесь этому не будут. Угу. Деминиан, какова вероятность, что Трамп не досидит свой срок и будет Венс? Ну, если Господь приберет его к рукам, вон Трамп сколько про рай уже рассуждает, попаду, не попаду я в рай. Я не думаю, что мы увидим отрешение его от власти. Ну, можно там как бы теоретизировать, вот документы Эпштейна опубликуют, и там, значит, выяснится, что он... Нехороший человек, короче, какие-то вещи делал страшные. Да, нет, просто нехороший человек все знают. Кто считает Трампа хорошим человеком? Ну, даже его сторонники, мне кажется, вот таковым не считают. Понятно, что он не образец добродетели аристотелианской. Понятно, что. Но если вот он делал какие-то прям совсем мерзкие вещи, с детьми как-то там что-то, короче, творил ужасное. Поэтому, Я думаю, что вот это может быть основанием для какого-то такой кампании. Но, честно говоря, вот если бы деньги надо было ставить, если вам предлагают ставить деньги, я бы поставил на то, что он досидит. Но прошу не считать это финансовым советом. Да, значит, Кристина. Добрый день всем. Вопрос уважаемому Наумову. Почему Ми-6 считается самой гадкой разведкой в современном мире? Существует ли реальное противостояние между Англией и Америкой, или это игра на публику? Пример партнерства видим на Украине, да и не только. Спасибо большое. Ну, смотрите, дело в том, что я, конечно, небольшой сторонник того, чтобы говорить, что Британия там всем правит, всеми управляет, и англичанка там гадит и так далее. Но если у США есть военная мощь, политическое влияние и как бы вот целый букет инструментов, то у Британии на самом деле их не очень много. У них не очень большая армия, у них довольно кастрированный ядерный арсенал, который без американского благословения не работает. И, политическое влияние их тоже есть, но не такое значительное, и они теперь не могут напрямую влиять на Европейский Союз, как они могли, будучи его частью. Поэтому разведка – это то, что у Британии остается. Это ее классический традиционный инструмент. И это разведка, которая, значит, очень хорошо работает в плане отрицания собственного вовлечения. Если что, как бы это не мы. Это большие традиции разведывательной деятельности. И поэтому это именно вот, понимаете, вот, ну, у вас кошмар какой. Есть какой-то уровень, и вот там военная мощь, экономика, дипломатия, туда-сюда. И вот разведка, она просто на голову выше всего остального. Поэтому так много говорится о британской разведке. Что касается противостояния, я думаю, что оно есть. Особенно при Трампе. Трампа не любит, конечно, никто, несмотря на то, что они ему там осанны поют. И, например, слив разговора, который мы видели якобы, да, Ушакова и Уиткофа, и Ушакова и Дмитриева, мне кажется, дело рук дорогих британских партнеров. Поэтому, да, я думаю, что вот это есть не открытое противостояние, но борьба бульдогов под ковром. И действительно фокус Британии на разведке и дает ей вот эту вот репутацию грозной разведывательной силы. Другого как бы не особо есть, а разведка еще работает. Угу. Пользователь спрашивает, сидит ли до января Зеленский, и Венс или Рубио лучше для прочного мира? Венс лучше. Что касается, досидит ли Зеленский, я как бы повторяю, что я небольшой эксперт по внутриукраинской политике, и вот эти группы влияния, там туда-сюда, что там Коломойский, там будет мутить из тюрьмы, ну не из тюрьмы, да еще. Я думаю, что да, я думаю, что, смотрите, здесь очень важно, чтобы даже вот если договор будет подписывать новый украинский лидер, Зеленский должен символически ему как-то сдать скипетр и державу. Это, ну, как булава там, да, по-моему, у украинского президента есть вот это вот. Он должен как бы формально эту власть передать, чтобы какую-то преемственность сохранить. Поэтому я думаю, что он досидит, но деньги бы не поставил. Что касается Венса, я думаю, что Венс лучше, потому что, смотрите, вообще
люди, которые мыслят политику идеологически, они довольно опасны. Я гораздо больше люблю, я сам разделяю позицию, что политика международная именно, я не говорю про внутри страны, там все гораздо вообще супер по-другому. А международная политика – это пауки в банке, это бульдоги под ковром, это все против всех, это закон рыб. Большая рыба ест более маленькую рыбу, к сожалению. И Венс это понимает. И он не будет говорить, что мы будем бороться за... там, не знаю, трансатлантические ценности с трансами, там вообще история не очень у Венса, особенно с трансатлантикой тоже. Поэтому он как бы знает, что он хочет, он об этом открыто говорит, и он готов учитывать влияние других. А Рубио все-таки немножко вот есть у него вот эта вот идеологическая штука, что мы на правильной стороне истории, мы на сияющем граде на холме. А когда человек говорит, что он на сияющем граде на холме, а вы в какой-то, значит, яме сидите, у вас диалога не выстроится, вы не уважаете друг друга. Вы не можете уважать человека, которого вы считаете там ниже себя. Поэтому я все-таки за Венса. Вот. Русский за Венса. Русские за Венса. Да. Венс наш, да. Венс наш, да. Дмитрий, кто же так хорошо присел на уши Трампу, что аж такие подвижки пошли? Ой, а мне кажется, что он как раз, знаете, не присел на уши Трампа, а слез с трамповских ушей. Я склонен считать, что когда Трамп встречался с Зеленским, и Зеленский ему показывал эти карты и говорил, что сейчас мы Покровск вообще возьмем обратно, отобьем, там действует террорист-экстремист Буданов, я думаю, так и сказал. Там, значит, кто-то там, сейчас мы все сможем победить. И Трамп увидел, что ничего, что реально, что все эти украинские рассказы о великих победах, они рассыпаются. Он, как сказать, взъярился и, соответственно, понял, что пора с этим все заканчивать. Тут как раз подвернулся коррупционный скандал. Я не буду комментировать, вот специально они это сделали, опубликовали, или подвернулся этот скандал. Трамп его использовал, вот это главное, для того, чтобы начать давить на Зеленского. Что вы и на фронте проигрываете, и внутри страны у вас какой-то шалтай-болтай. Давайте всю эту историю сворачивать. Поэтому, да, я думаю, что... Господи, что же там за вопрос-то был? Кто-то на уши. На уши, да, извините. На уши. Собственно, вот, как раз с ушей Трампа встал Зеленский. Трамп увидел, что у него на ушах сидит Зеленский, отмахнулся и увидел как бы реальную картину. Пожалуй, так. Так, Оксана, с долей критики в адрес ваш вопрос. Считаю, что все это театр. Если бы США хотели дружить с Россией, они бы убрали свою стратегию 22-го по истощению России и не наводили бы ракеты «Атакмс» и украинские дроны по НПЗ. На 100% уверена, что после визита Уиткофа в Москву будет пост Трампа с обвинением в адрес России. Какой же вы американист, если за 11 месяцев театральных переговоров Трампа снова на те же грабли наступаете? На вопрос журналиста по поводу, что будет, если Зе не примет план, Трамп ответил, он может тогда продолжать воевать. Это, по-вашему, такой кнут? Ну, вот такой американист, что меня к Александру зовут, а вас не зовут. Парам-парам-пам. Смотрите, история, конечно, состоит в том, что Трамп не может позволить себе вести переговоры с позиции слабости. Трамп всегда должен быть самым сильным, самой большой свиньей в хлеву, буквально. И ему нужно показывать, ну, политика, как бы, это не очень приятное место, да? Ему, значит, нужно показывать, что он здесь главный. И поэтому он, как бы, протягивает Россию некую руку сотрудничества, но говорит, что вообще, как бы, если что, то я готов эту руку и забрать. И он поэтому помогает Украине, продолжает сохранять... Блин, как он же помогает? Он же перестал спонсировать Украину, да? Американский налогоплательщик не тратит деньги на Украину. Он буквально зарабатывает на Украине деньги. Смотрите, вот с точки зрения Трампа, помощь в наведении ракет ему ничего не стоит. Эта ракета оплачена, грубо говоря, европейским налогоплательщикам. Но она напоминает Путину, что вообще-то и в отношении Путина у него есть рычаги влияния. То есть Трамп действует методом кнута и пряника, безусловно. Но, понимаете, вот совет вам от плохого американиста. Посмотрите даже первый срок Трампа. Вот эта идея стратегии против Китая, она у него была с самого начала. При Обаме была идея Chimerica. China и Америка. Вместе они будут как бы править. Трамп сказал, нет, это наша угроза. И он с первого дня начал противодействие Китаю. Он хочет, чтобы Россия была на его стороне, но как и всякий гегемон, он хочет заключить договор с Россией с позиции силы.
чтобы американские интересы были учтены, а не чтобы Трамп приполз на коленях к России и чего-то там просил. Так Трамп не работает. А вот поставьте себя на место Трампа, почему бы ему не помогать Украине наводить ракеты? Что он от этого теряет, а что он от этого получает? Смотрите на ситуацию с его стороны. С его стороны здесь все хорошо. Он получает деньги на украинском конфликте, он получает метод давления на Путина и на Россию, и ничего не теряет как бы взамен. Почему бы и нет? С его точки зрения все прям окей. Так, вам вопрос задают и в чате трансляции, и в закрытом клубе у меня. Может, это один и тот же пользователь, может, нет. Ну, в общем, когда остановят мобилизацию в Украине? Что вы скажете? Когда остановят мобилизацию, я небольшой эксперт во внутриукраинским вопросам, говорю 4-й раз. Смотрите, я думаю, что мобилизация будет остановлена по итогам только итогового мирного соглашения. Мобилизация будет остановлена в рамках демилитаризации, да, этого пакета. То есть Россия потребует, чтобы Украина при завершении конфликта начала процесс демобилизации. Я думаю, что, кстати, может быть, американцы этого и от России потребуют, да? Тоже интересно, как это будет развиваться. Но пока Зеленский говорит, что не будет уступок, мобилизация будет продолжаться. Даже в самый последний день перед подписанием мобилизация будет продолжаться. У украинского руководства сейчас нет оснований и нет причин эту мобилизацию останавливать. Потому что если вы только ее остановите, у вас начнется разброд и шатание в армии, отпустите нас сколько можно, для чего мы тут воюем и так далее. Для сохранения управляемости страны Зеленскому нужно продолжение мобилизации. Поэтому пока бы я этого не ждал. Угу. Сергей, если Залужный утверждает, что главная победа Украины – развал России, у него самый высокий рейтинг в качестве кандидата в президента, значит, украинцы как бы поддерживают развал России, верно? Ну, слушайте, а хорошо бы иметь молочные реки и кисельные берега. Очевидно, что в украинском обществе есть запрос на то, чтобы развалить Россию и там пановать, да? Я думаю, что Зеленский, Залужный не дурак. Залужный понимает, что у него есть некое политическое будущее, есть некие политические амбиции. И, безусловно, он говорит те вещи, которые, грубо говоря, украинский избиратель захочет услышать. И он вполне может говорить: да, мы хотели бы, чтобы России не было, но она есть, нам нужно с ней как-то взаимодействовать, потому что мы не можем жить в постоянном условий осажденного военного лагеря, нам нужно с ней как бы... То есть, понимаете, сейчас, да, 1 декабря 2025 года, батюшки Света, никто не может сказать среди украинских политиков: нам надо прекратить это противостояние с Россией, нам надо идти на мирные переговоры. Сейчас все должны выглядеть боевитыми и маститыми. Я считаю, что у Залужного есть больше адекватности, чем у Зеленского, но, возможно, меня здесь подводит мое не очень глубокое понимание именно внутри украинских реалий. Мне Залужный видится более циничным, мне Залужный видится более расчетливым, мне Залужный видится более, что называется, готовым контрагентом, потому что у Зеленского не хватает ни политического опыта, ни буквально какой-то вот этой вот, знаете, лидерство. Лидер должен быть готов идти на непопулярные решения. Зеленский к этому никогда почему-то не был готов, и это одна из причин, по которой все еще продолжается. Вопрос из чата трансляции, такой тоже двойной. Значит, считаете ли вы, Алексей, что выполнение целей СВО, озвученных Путиным, возможно при остановке по некой линии разграничения без захвата Украины всей военным политическим путем? И что, по-вашему, наступит раньше в борьбе за «русский мир» в кавычках? Россия захватит Украину, народы Узбекистана, Таджикистана тихой экспансией захватят Россию или что-то иное? Окей. Вопрос, так сказать, не праздный. Народы Узбекистана и Таджикистана, ну, не знаю, мне кажется, что сейчас как раз, если мы говорим об этом, то миграционный режим в России усложняется, и как раз-таки наводится в этом плане порядок. Если почитать миграционную стратегию России на будущее, она как раз сводится к ужесточению. Я думаю, что цели... Смотрите, в чем типа реальные цели СВО? Цели СВО реальные, чтобы страны Запада поняли, что России нельзя грозить. С Россией надо общаться всерьез, Россию надо уважать. Я думаю, что ни одна страна постсоветского пространства теперь не хочет вступать в НАТО. Что-то она посмотрела, к чему это может привести, и не хочет такой судьбы для себя. Вот, это достигнуто. Я полагаю, что если мы получим урегулирование с США
в идеале урегулирования с ЕС, вот эту новую архитектуру безопасности в Европе, то это, в принципе, то, что Россия устроит. Цель СВО – это не территориальные приобретения на Украине, это не борьба с украинским народом. Типа, опять же, не устаю повторять, что больше всего украинцев из всех стран приехало в Россию в качестве беженцев. Это именно борьба за свою собственную безопасность. Безопасность заключается в том, чтобы Украина не была инструментом в руках Запада, а Запад имел с Россией взаимоуважительные отношения в области безопасности. Вот и все. Поэтому, безусловно, эти цели достигнуты быть могут, и мне кажется, мы не так далеко к их достижению. А типа граница там, граница сям, это, в принципе, вопрос, который может обсуждаться, потому что как бы вот в Российской Конституции записаны регионы. Вот Константин Ремчуков, например, писал, что границы этих регионов можно, может быть, и можно их уточнять, да, не оспаривая при этом принадлежность этих регионов к России и не оспаривая силу действия Российской Конституции. Китай, глядя на Россию, скоро Тайвань освобождать пойдет. Как вам такое, спрашивает Юра Волков. Как тебе такое, Алексей Наумов, перефразируя мем про Маска? Да, мы, понимаете, вообще это скорее иллюстрация международной ситуации, в которой мы живем. Все, типа, каждый сам за себя, каждый опирается на свои силы, каждый устанавливает свою зону влияния, где может. И Китай, я полагаю, понимает, что США не будут с ним воевать, с Китаем. США не будут посылать своих сынов там умирать за Тайвань. И я думаю, что Китай, конечно, готовится к интеграции Тайваня или военным путем, или мирным, но, грубо говоря, все НАТО, вся королевская конница, вся королевская рать не смогла одолеть Россию. Возможно, с Китаем даже не будут пытаться, потому что амбиции Китая довольно понятны и ограничены регионом, который для того же ЕС не является ключевым. Для США, возможно, является. И вот здесь вот большой вопрос. Зависит от команды в Белом доме. Я думаю, что при Венсе, например, и при Трампе Китай подождет. А вот если к власти придет какая-нибудь Камала Харрис, которая как бы не так ястребино настроена по отношению к Китаю, все может произойти даже военным путем, да. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали сегодня на нашем прямом эфире. Алексей, я благодарен вам за время и мысли. Да, спасибо большое, друзья. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на мой телеграм-канал alexeynaumov.внешпол. Можете просто внешпол набрать в поиске. Всегда рад. Наблюдаем. Надеемся, что мы ближе к миру, чем когда-либо, и этот мир не так далеко от нас. Конечно, надеемся, потому что ничего другого-то не остается. А сколько еще можно воевать? Еще год, еще два. В любом случае, такая плохая война, она вот так тоже плохо и заканчивается. Я сказал, в чем, на мой взгляд, препятствие сейчас к миру, к осознанию Зеленским ситуации своей, и Европейским Союзом, еще желательно. В общем, всем спасибо. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся обязательно.